Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за попугая Яру, да. Будем смотреть сегодня на этом персонаже первобытный инстинкт и качать ее на 13 уровень, потому что первобытный инстинкт выпал, да. Ну и как бы некрасиво то, что Яра 12, как бы жетоны есть, почему бы не прокачать. Все-таки не так много стоит, не 120 тысяч, а вроде бы 60 только, или даже меньше, вроде 30 даже стоит, это же только 13 уровень всего лишь. Атрибуты потом распределим после прокачки. Ну, в принципе, тут ее качать не надо особо. Я уже прокачивал для того, чтобы получить первобытный инстинкт. Поэтому, как бы все. Прокачали, получается. По поводу этих первобытных инстинктов я еще не знаю. Точнее, атрибутов. Надо подумать, стоит ли их брать. Сейчас мы это как раз и глянем. Ну, по хпшке главное, что бустится, потому что тяжеловато играть на Яре без хпшки. Она, ну, слабоватая все-таки. Приходится постоянно маневрировать, как-то уворачиваться от всех выстрелов. Так, давайте сначала глянем, что у нас там за атрибуты. Лук и дробовик. И смотрим, чего же нам не хватает. Так, ну лук, дальность. Ну, тут 17% дальности. Возможно, конечно, стоит добавить там перезарядку или дальность еще. Да и дробовику бы один. Но лучше посмотрим попозже, как оно будет играться. Возможно, этого всего и хватит. Конечно, тут этот бонус, блин, 30%. Как же он красиво выглядит. Но пока нет. Пока будем терпеть. Все-таки Яра не такая имба, чтобы ее прокачивать в первую очередь. Ну и отправляемся в командные бои. Сборочку не меняю, стандартная, как бы. Чтобы самой выжить на Яре, да. Чтобы побегать быстренько, красивенько. Ну и чтобы хоть как-то спасать своих гениев-союзников, которые как раз любят умирать в нашей прекрасной игре. Очень часто и быстро они любят это делать. Надо забирать легендарный дробовик, что я в принципе делаю. Никс дерзкий здесь пытается нас убить. Но ему этого ничего не получится. Обнаглел. Обнаглевшие иксы, конечно. Ничего не скажешь. Так, хилимся, живем. Ну, нормально, нормально. Все получается, прекрасно. Жираф тут тоже за ботинком. Думает, что если он с ботинком, то ему все можно. Фиг себе, жирафчик. Фиг тебе. Ну вот и победка. Победка над этим складом, да. Организовалась сама по себе. Хорошо, что я успел отжать легендарный дробовик, пока у меня там моя гениальная команда думала. Это реально очень много дает сейчас, потому что, ну, смотрите, какой дробовик. Просто дробовик. Как вам? Дробовик, который увеличит радиус обзора. Посмотрите, становится больше. Жесть, потому что экрана не хватает, чтобы показать весь дробовик. Гениально, да? А вот настолько мощный дробовик у Яр. А это еще не фулл дальность, как бы. Можно еще и дальше сделать. То есть, на самом деле, персонаж очень сильный, если его на дальность дробовик докачать. Поэтому все-таки, наверное, атрибут стоит этот брать, последний. Хотя посмотрим. Может быть, просто на 14 уровень качнем, и там как раз дадут еще один атрибут, и, в принципе, этого будет достаточно. Но, блин, посмотрите. То есть ты можешь стоять на такой дистанции, на которой тебя ни один ближник не достанет. И либо еще от кустов маневрировать, да, от всего такого. И просто кидать по КД дробовик, лук и копье. Похилимся. Бахаем сюда, красивенько. Лев туда у нас решил позабегать. Это, конечно, не очень хорошая идея. Я, конечно, бахаю, как могу. Спасаю льва. Но мы тут вроде все убили, да. Все прекрасно убили. Ну, вот такие вот дела. Зашли и все убили. Звучит неплохо. Какая же Яра прекрасна. Гранату мне предлагает взять. Как бы, видите гранат, сколько у меня на персонаже? Доступно, да? Очень интересно, почему мне предлагают гранату, если я не могу взять. Ай, типичная зуба. Ну да ладно. У нас все, в принципе, хорошо. Надеюсь, пока что. Надо бы льва ускорить немножко, чтобы он побегать мог. Ну, гляньте на эту имбу. Кстати, у меня сейчас же первобытный инстинкт, я забыл сказать, что он делает. В общем, он работает таким образом, что дает все три эффекта, когда идет навык на бис. На бис я не помню, как срабатывает, но вроде бы, когда количество в зоне вот этой вот круговой Яры игроков становится 2, да? То есть ты и типа один твой союзник. Что, наверное, для боев в 2 человека работало. И тогда активируется навык, который включает все три эффекта. То есть это тебе и урон, и хил, и скорость. Звучит круто. И добиваем бобра прям впритык. С лука не целясь. Ну вот такой вот бой. Вот такая вот Яра. Дали легендарный дробовик и затащили на изи. Конечно, противники были не самые сильные.
Наверное, если бы были сильные противники, можно было бы как-то по-другому затащить, но пока что так. Давайте сразу отправимся в следующий бой. Такая у нас сегодня спортивная, жесткая Яра получается. Интересно, получится ли сейчас залутать хороший дробовик или нет? Потому что без дробовика не так интересно играть. А сейчас, кстати, давайте ускорим наших... Ну... А сейчас не сработал почему-то первобытный инстинкт. Странно очень. Очень странно. Доберись ты. Самое интересное, что Никс не смог залутать. Уп, лутаем. Ну, конечно же, 8-му Никсу самое полезное. Хоть бы крабу оставил, ладно уж. Ну, вот же Никс типичный, да? Ему еще и весело. Ну, конечно, ему весело, когда его команда проиграет, это ж весело. Он же именно для этого и заходит в командный бои, чтобы его команда проиграла. Гениально, да? Ну, кстати, видите, походу опять забаговался первобытный инстинкт, не работает. Такое встречается очень часто у льва. А нет, видите, работает нормально все. Просто, наверное, условие не выполнялось. На бис, который должен работать. Из этого не активировался. А вот и, кстати, противнички. Зато это прикольно, кстати. Ну, как прикольно. Надо все равно использовать правильно этот навык. Иначе будет плохо. Ну, я пока что все нормально использую. Шотаем крабика. Кстати, зебра с этим... Как его? С бицепсом, походу, была. Или мне показалось. Мне что-то кажется, что мне не показалось. И реально была зебра с бицепсом. Дробовичок, конечно, не такой хороший, но вот видите, насколько золотой хуже легендарного. Это реально очень большое значение, поэтому... Поэтому лучше, конечно, оставлять именно золотой. Дробовик. Тогда будет жестче. Ну и мы вроде бы попадаем одновременно, да? Не, хотя смотрите, как далеко бахает и этот. Жесть, я даже не ожидал, что он так тоже далеко бахает. Вот зря мы Никса, наверное, спасаем. Надо было его убить. О, достал, видали? Жесткий. Так, ну тут Яра с кем-то стрелялась, как по мне. Или нет? Или мне показалось? А вот, идут. Спасатели Яры идут. Надо бы их пробахать здесь красивенько. Рассказать, что почем, рассказать, кто здесь босс. И куда им стоит идти со своими бахалками, да? Сказать, что я тут главный по хилу. Ну, вот так вот. В этот раз повезло, команда кнопочки нажимает. Ну, в основном, конечно... Хотя, ну, ладно. Все-таки мы с крабиком, как бы кто что ни говорил, но самые жесткие здесь. Потом идет хамелеон и уже ингру с Никсом. Но все равно зависит от того, как ты нажимаешь кнопки, как часто попадаешь. Я почти не промахиваюсь, вроде как. Но это не точно. Ну, блин, скорость, конечно, с первобытным инстинктом теперь стала получше. И с тем, что можно его использовать с усилением, с удлинением, с увеличением времени действия, да. Не удлинением, а увеличением времени действия. И за счет этого можно очень жесткие бои тащить. Что мы, в принципе, и делаем. Второй бой изи затащил. Я даже не ожидал, что Яра такая имба. А вот видите, как бы, ребятки, оказывается, имба. Не, я, правда, видел раньше Яру, там, 14 уровня, такая достаточно подвижная, жесткая, имбовая. Но как-то у меня на 12 не получалось таким бывать. Я думаю, странно, может, я как-то не так играю. Может, просто нобас, все дела. Оказывается, что просто нужно прокачивать дальше, лутать первобытный инстинкт, и тогда Яра становится вот таким вот нагибучим монстром. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Как говорится, если видео вам понравилось, конечно. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.